Я сейчас психолог, член ЕКПП, Европейская конфедерация психологов-психоаналитиков. Мне не понравилось, как Трамп повел себя после выборов. Я могу определить, условно говоря, где твои деньги лежат и где находится тот ключ от этого дома, где лежат твои деньги. Сейчас в Америке очень активно люди протестуют против войны. А 9-й дом в Рыбах, это значит, я должна смотреть в направлении за границей, дают $1000, если ты самодепортируешься. Как говорят, опухоль, как правило, онкология, да, рак – это болезнь непрощенных обид. Это, скажем так, столица бомжей, да, и там целые города, наркотики и мир ощущаю с точки зрения материи, мне надо, потому что я телец. То есть государство стимулировало сами, поддерживала наркоманию, якобы, чтобы они не нападали на людей. Но я верю в Творца, и когда мне плохо, я верю в ангела-хранителя, я знаю, что он всегда рядом со мной, я верю в свой род. Никогда Манхэттен русского мата не слышал в такой экспрессии, как вот я орала. Все менты плохие или там все астрологи придурки. Там боятся русских, потому что русские не сдаются. Я знаю, что я не проживу там 120 лет, да, я знаю, что я проживу 78-80 лет. Сижу на диване в Екатеринбурге, да, и я говорю, я хочу в Америку, мне прям надо. Мозг видит на 2 шага вперед, условно говоря, а душа видит на всю жизнь вперед. Мы идем, кстати, вот когда мы рождаемся, да, перед тем, как реализоваться, воплотиться, каждая душа ставит себе задачу, что она хочет в этой жизни проработать. Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Всем привет, это Мексика, мы встретились с Марией. Сегодня она расскажет, чем она занимается. Поехали! Всем привет, меня зовут Мария Кулага, я дипломированный психолог-психоаналитик, астролог. В советское время я бы уже ушла на пенсию, мне 55. Все, что я должна была сделать, я все сделала, вырастила детей, поработала. Садила дерево? Дерево я не помню, но кусты садила, цветы точно садила, ягоды садила. А сейчас просто путешествие. 4 года назад я уехала в Америку к старшей дочери, а буквально 2 месяца назад я приехала сюда к младшей дочери в Мексику, и я как в санатории. Краткую биографию мы услышали, теперь подробнее. Почему все-таки ты сейчас приехала в Мексику? Потому что у меня здесь дочь. В 22 году, когда случилась всем известная история СВО, дочь уехала из России с целью перебраться в Америку к нам, ко мне и к старшей сестре. Но во всех посольствах сказали: девочки, сейчас не ваше время. И получается, что просто не пустили. Обратно ехать было не резон. Девчонки остались здесь. Я дочь не видела 4 года, младшую. Мы только созванивались. Слава всем мессенджерам, WhatsApp, FaceTime и так далее. Видела ее, но не обнималась. То есть для меня, как для мамы, это было очень сложно. Это первое, то, что я приехала. У нее должна была быть операция. И мне не понравилось, как Трамп повел себя после выборов. Как он объявил вот эту зачистку от нелегалов, хотя я в Америке была легально, на студенческой визе, и выехала по своему желанию, но мне не захотелось
проживать вот это ощущение, знаете, как 1937 год, охота на ведьм. Сейчас в Америке примерно то же самое происходит. Вот. А многие вообще сейчас вот при Трампе уезжают из Америки? Добровольно уезжают некоторые люди, да, ну, кто хотел раньше. Тем более сейчас еще есть такое положение правительства Трампа. Дают $1000, если ты самодепортируешься. То есть ты объявляешь, я самодепортируюсь и уезжаешь. И $1000 в карман. $1000 дают, да. Я уехала без этой $1000 на свои деньги. Билет не так дорого здесь стоит. Я как астролог рассчитала себе, в какой день мне лучше лететь. И я прошла прям вот как по маслу. Даже здесь на таможне меня не спросили ничего такого, хотя мне девчонки подготовили целую кипу документов, письма сопроводительные, там еще что-то, все оформили. Получается, что я прошла очень хорошо. Вот. Впечатление, наверное, да, мое от Мексики. Ну, подожди, а вот по поводу депортации. Если человек выбирает вот этот формат, $1000 получить, депортируют, то он больше Америку вообще не может посетить? Нет, он может посетить. Может как раз, если он на законных основаниях подается потом опять на визу, его пропускают но и ему так будет далее. всегда отказ идти. Не гарантированно, что его пустят, да. То есть, если ты выехал, то ты выехал. Но дело в том, что там в Америке уже дошло до того, что школы приходят в школы, и вот последний случай был, вот мальчик 11 класс, даже не 12 класс, его просто взяли и пригласили на суд, и суд сказал, что ты нелегально здесь находишься, но, естественно, парень был с родителями, да, не он инициатор, вот, все, наручники и в шелтер, то есть его на отселение из страны, вот. Студентов очень много, но сейчас там следят. Везде камеры, везде... В школах? Везде следят. Ну и про улицы я говорю. Да, и в первую очередь вылавливают именно тех, кто выступал каким-то образом против, скажем так, власти, против каких-то новых введений Трампа и так далее. Сейчас в Америке очень активно люди протестуют против войны. Когда Израиль на Иран напал, когда Израиль напал на Палестину, там очень много людей выходят с протестами. То, что Америка поддержит Израиль, они выходят против. Да. И местные американцы выходят против, потому что они, по гуманным соображениям, люди не должны убивать людей. А что за бардак происходит в Лос-Анджелесе постоянно? Кто там ворует, торговые центры грабят, бьют там? Это вообще странный город, я там не была, правда, да, но туда ездить чревато. То есть там целые города бомжей. Это, скажем так, столица бомжей, да, и там целые города, наркотики, вот эти все, как это называется, средства, изменяющие сознание, да, то есть там рассада вот этого беззакония и, я не знаю, криминала, потому что у нас знакомая девочка ездила в Лос-Анджелес, в машине оставили они, по-моему, фотокамеру. Машину разбили просто, вообще там вытащили все, что можно было. Там не следят. Причем есть в Америке закон, каждый штат по-своему это все выдает. Есть закон, что до определенной суммы, по-моему, $1000 или еще сколько-то, не считается убытком. Я сама сколько раз видела, что заходил какой-нибудь невменяемый человек, да, там оборванец или еще кто-то, хватал или одежду, или... Телефон. Телефон я не видела, телефоны там как-то более-менее следят. В булочную, кондитерскую на Манхэттене заходит бомж, хватает батон и выходит. С одной стороны, я понимаю, он хочет кушать. Но с другой стороны, как владелец этой булочной, он несет убытки, но он ничего не может сделать. Такой закон, не так много украли. И никто не пойдет с этим бомжом ловить его, куда-то привлекать к чему-то. Вообще в Америке страшная проблема с этими бомжами. А вот их почему не депортируют? Вопрос. Они все законно находятся? Они там местные. Местные? Они там местные. Во-первых, очень огромное количество в Америке программ выделяют деньги для того, чтобы помогать вот этим бомжам. Когда я приехала в 2021 году в Америку, я вообще ужаснулась. Допустим, у меня дочь живет на Манхэттене, недалеко парк Вашингтон-сквер. И она мне говорит: мам, вот туда не ходи.
Потому что весь парк разделен на зоны. Зона, где тусуются собачники, зона, где тусуются пенсионеры, где тусуются студенты, и зона дети, и зона, где наркота официально. И потом я сама видела, подъезжает машина, выдает вот этим вот наркошам, они в определенное время уже все стягиваются, выдает им паёк покушать. Покушать это одно. Я когда проходила мимо, я видела бумажки от наркотиков. То есть там какие-то шприцы, наркотики, и на это выделялись огромные деньги. То есть государство стимулировало сами, поддерживало наркоманию, якобы, чтобы они не нападали на людей. Вот. Ну то есть где, в какой стране мира государство тратит огромные деньги, чтобы поддерживать вот это вот все. А то есть подъезжали это государственные машины? Да. Это не просто так, это не за деньги. Это то есть не наркокартели какие-то? Не. Это представители именно администрации города Нью-Йорк. И они прям, у них сформированный такой, знаете, подарочек в пакете, все честь по чести, салфеточки, ложечки, вилочки, плюс пакетик с нарко каким-то средством. Я не разбираюсь в этом деле. Вот. Ну, типа, чтобы они... Не нападали. Не, одно дело, ладно, они нападают, но у каждого этот наркотик на организм совершенно выводит другое влияние. Кто-то не нападает, да, кто-то, возможно, не агрессивен, а кто-то, наоборот, да еще, да, и начнет бегать по улицам, где мне это взять. Там были такие случаи, но вот я расскажу случай. Когда я приехала 21-го... я приехала на Рождество. На их Рождество, 25 декабря. Это год? 21 год, нет, 20-й год был, да, это до того, как я вообще перебралась в Америку. Мы с дочерью пошли гулять с собакой. Собаке еще не было год, как раз тогда ковид был, вот этот вот шмовид, потом апокалипсис. В городе никого, вообще пустота. Мы с ней вышли, причем одежда у нас такая была бомж-стайл, потеплее выйти в парк, посидеть, собака пока побегает. К нам подходит хороший такой чистого вида, опрятный молодой человек, ростом с мою дочь, у меня дочь модель, 1,78 м, он даже повыше, и одет хорошо. Я тогда английский не знала вообще, то есть только по эмоциональному состоянию. В Америке ты когда идешь, допустим, потоки людей, стараешься как бы обходить, не дай бог ты там кого-то заденешь, и они очень тоже к этому очень корректно относятся. Вот. А здесь вот он идет прям, да, на нас и подходит к дочери и говорит: дайте денег. Она говорит: нет денег. Он говорит: я тогда твою собаку сейчас пну. А там французский бульдог, ей было месяцев 8, наверное, да. Моя дочь испугалась, тянет этот поводок на себя, и, извините, этот парень афроамериканец, я говорю это как лояльно, по-другому я говорила, по-другому. Вот. Он берет и в лицо моей дочери бьет кулаком. У меня дочь, красавица, модель, моя доченька. Я вижу, что какая-то, простите, напала на мою дочь. Одно дело то, что она раньше занималась боксом, и она успела увильнуть, уклониться от удара, и ей попало по воротнику. Я увидела, у меня в руке кофе. И я только приехала, я не знаю, как еще себя вести в Америке, да, и у меня прям все кипит. Мне кажется, никогда Манхэттен русского мата не слышал в такой экспрессии, как вот я орала. Я иду на него, я думаю, сейчас ему кофе плесну, да, я прям наступаю, но я боюсь, потому что, парень, ему лет 30, думаю, если я с ним сейчас схвачусь, вот мы схватимся, дочь точно меня поддержит, но это будет до последнего, там, как говорится, да, я не, либо он меня, либо я его побью там сильно. Вот. И мы на него наступаем вдвоем. У меня там, видимо, не знаю, и у нее тоже в глазах это было. Я смотрю, у него глаза чик-чик-чик-чик-чик, бич, и убежал. Там боятся русских, потому что русские не сдаются. Русские не сдаются, да. На следующее утро, у меня дочь тоже блогерством занимается, написала: в моем мире мужчины не бьют женщин, да, и как бы никогда такого нет. И вот она написала в Инстаграме: на следующее утро где-то 40 изданий по всему миру
На русскую модель Анну Лисун напал грабитель. Знание русского языка спасло модель. И все такие «Вау!». И вот я как бывший педагог, я говорю, ну, ребят, мы всегда в школе говорили, материться нехорошо, материться нехорошо. Матершинство, да, вот это вот мат, он спас нам жизнь. Вот. Ну вот это вот такой был случай. Это мое знакомство с Америкой такое было не очень хорошее. Ты чувствуешь зов перемен? Где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. Про профессию сейчас затронули Да. тему. А что за профессия? Педагог или кто? Я в свое время училась на учителя начальных классов. Закончила в Челябинске педагогическое училище номер 1. Но проработала очень мало, 5 лет у меня стаж. И потом за мужем уехала в Екатеринбург. Вот. В бизнесе немного работала, а потом пошла учиться на психолога. Я сейчас психолог, член ЕКПП, Европейская конфедерация психологов-психоаналитиков. Штаб-квартира у нас в Санкт-Петербурге, а я причастна к РО, районное отделение Екатеринбург. Это психология, психоанализ. Вот. И последние 3 года я очень активно занялась изучением астрологии, потому что по карте астрологии можно увидеть прям то, что по психологии, если, скажем, можно разбирать вот в анализе это годами, по карте, по астрологии можно понять, почему человек такой, почему он поступает именно так, вот только глянув на карту, проанализировав и посвятив этому час-два. То есть в Америке этим занимались? А в Америке я училась, я ходила на языковые курсы на Манхэттене, школа языковая, а я гуляла, наслаждалась, скажем так, жизнью, изучала Америку. Ездили мы в штат Нью-Йорк. Вот, жила в самом красивом месте, может быть, второе место по обеспечению, ну, по богатству людей в штате Нью-Йорк. То есть по Америке это даже второе место. Там шикарная деревня. Деревня из моей детской мечты. Не в детстве, а в молодости я вышивала всегда такие домики с цветами красивые, знаете, старинные. Вот жила в такой деревне. Вот. Ходила в школу. В школе очень интересно. Я в своем возрастном как-то пласте, да, в своем возрастном цензе, да, я была одна единственная. В основном там были люди помоложе. И русских было немного, а в основном это были ребята либо азиаты, там филиппинцы, корейцы, японцы были, очень много, да. Что я заметила? У меня нет английского языка, я в школе учила немецкий, и учить начала вот только-только приехав в Америку. Все страны очень хорошо говорят на английском языке, то есть у них разговорный язык – это прям вообще супер. Но читать, сопоставлять что-то или общая осведомленность все-таки у наших лучше. Вот обычные стандартные люди у наших лучше, потому что если я понимала, что там спрашивают, допустим, назовите писателей, которые там писали вот об этом, об этом, об этом. Я называла больше писателей, и все сидели, вау, откуда ты знаешь? Ребята, я в России училась. Вот. И наши школьники приезжают, когда у меня есть знакомые девчонки-близняшки, они приехали в 9 класс, нет, 10 класс, они 10, 11, 12 здесь учились. В Екатеринбурге они учились в гимназии. Там они учились 4-5, здесь они приехали, они звезды стали. То есть у них прям по тестам все, вау, как вы хорошо все знаете, как вы знаете это. Я говорю, так мы это все уже учили, мы это все проходили. Вот. Но обычная школа американская, если интересно, да, то есть у меня тоже есть такое, что я знаю, как там обычные школы. Во-первых, вот, допустим, 4 класс, дети до сих пор пишут карандашами. У них нет такого, чтобы в 1 классе они пришли и научились писать буквы. Это частная или государственная? Государственные школы, они пишут карандашами, и у них в основном это тетради на печатной основе, они
Нет у них таких развернутых ответов, как у нас, сочинения, изложения, это прям, я не знаю тоже в каком классе. И у них нет оценок. То есть там написал человек, учитель проверяет домашнюю работу просто, написал, плюсик поставил и все. Что он там написал, как он там написал, левой пяткой накорябал там как-то, вообще никого не волнует. Потом, если они приходят в более такую солидную школу, да, более сильную школу, там уже начинаются оценки, и их как-то сортируют, этих детей. Но в начальной школе ни одного стихотворения за год дети не учат. Вот я не понимаю, как это. И мне кажется, нет у них цели развивать всесторонне развитых людей. Но что мне нравится у американцев, это, знаете, self-психология. Я. Если взять русского, допустим, и взять американца, возьмут американца на работу, но он сделает в 2 раза медленнее, в 2 раза меньше, чем русский. Мы не можем сами себя рекламировать, мы не можем себя презентовать. У нас нет вот этой уверенности. У нас сразу какой-то самозванец всплывает, знаете, всегда сомнение какое-то. А мог бы лучше, а мог бы еще что-то сделать. Американцы, да я самый лучший, да и все. Хотя они, я не знаю, на 30% только по способностям от наших. На русскому тяжело найти работу в Америке на сегодняшний день? Если есть язык, если есть навыки коммуникации, такое, мне кажется, можно найти. Можно. А сама ты там не работала официально? Нет, я не могла работать. У меня студенческая виза, и меня бы сразу оттуда. Если коснуться темы астрологии, так что астрология дала? Что мне астрология дала? Очень много. Что можно определить? Что во мне можно по астрологии определить? Что можно определить? Я могу, если я построю натальную карту, да, это есть специальные программы, я могу определить твои сильные и слабые стороны твоего характера. Это раз. Я могу определить, допустим, какая партнерша тебе подходит, где ты ее можешь найти, эту партнершу. Я могу определить, условно говоря, где твои деньги лежат и где находится тот ключ от этого дома, где лежат твои деньги. Примерно, да. По каким данным? По каким данным? Там есть гороскоп 12 знаков зодиака. И когда ты родился, планеты на небе стояли определенным образом. И когда кто-то говорит, когда перерезали пуповину, кто-то говорит, когда первый вдох ребенок, да, или крик произошел, карта включается. И именно в этот момент происходит фотография неба. И эта фотография неба называется гороскопом, когда мы ее в программе рассматриваем. Планеты стоят определенным образом, и определенным образом они взаимодействуют между собой. Есть 12 домов гороскопа. Каждый дом отвечает за какую-то сферу. Первый дом говорит о том, какой ты. Второй дом говорит о твоих ресурсах. Допустим, 7-й дом говорит о твоих партнерах, какие партнеры. 10-й дом говорит о том, какая работа принесет тебе удовлетворение. То есть, что в конце жизни ты будешь вспоминать и думать, я этим занимался, и я хотела этим заниматься, я счастлив, что я этим занимался. И это все можно по карте посмотреть. По карте можно посмотреть вообще там очень много. Окей. Но все ли совпадает с этой картой? Или бывают недочеты, когда что-то не так показало? Совпадает все, важно уметь читать. Совпадает полностью все. Еще кто-то называет это инструкция по применению к человеку. Условно говоря, человек родился, а инструкцию на него не получили. Так гороскоп — это и есть инструкция по применению. Важно уметь прочитать. И гороскоп, натальная астрология, да, можно учиться всю жизнь. А внешний фактор не влияет на изменение этой дороги по гороскопу? Оно меняет. Как раз есть натальная астрология, то, что в тебе заложено, и как раз есть прогноз. Прогноз — это как... то есть ты родился, планеты сфотографировались, но они ведь пошли дальше. И они могут выстраивать разные конфигурации. И получается, что каждая планета потом каким-то образом будет влиять на твои события. Но твоя основа, она есть. Если человек добрый, условно говоря, щедрый, то в любых каких-то других ситуациях он также и останется. То есть в нем это и останется, эта его доброта и щедрость, и он будет себя вести так же. Но он не будет гадким, ужасным по отношению к другим, потому что он добрый и щедрый. Но внешний фактор же может поменять его.
Может поменять, но как внешний фактор поменяет, если... В зависимости от того, в какой среде окажется человек, он может измениться. Ну вот смотри, да? ну вот если взять тебя, да, если ты, условно говоря, коммуникабельный, благородный и так далее, да, привели тебя в команду, там, в компанию, где, ну, условно говоря, бомонд. Ты общаешься, то есть ты есть. Какой ты есть, ты общаешься. Привели тебя в компанию крестьян мексиканских. Ты будешь по отношению к ним надменным и злым или нет, или ты точно так же будешь с ними общаться? Не факт. Почему? Поясню. Потому что человек, в зависимости от общества, в каком он находится, в первом формате, когда он туда входит, да, он будет таким же, но с тем раскладом там, в течение года, 2-3 он будет меняться. Но ты он думаешь, что будет подстраиваться? Он будет походить этому обществу, чтобы не потерять внимание этого общества. Адаптироваться, я понимаю. Да. И поэтому сказать, что он будет всегда таким, нет. Нет, всегда он не будет. Человек развивается на протяжении всей жизни. Всей жизни. Но планеты у нас выстраиваются всегда, ну то есть планеты каждый раз, если Луна за месяц проходит целый круг, 360 градусов. То есть в каждом знаке, допустим, условно говоря, именно твоя Луна, именно твои чувства, она отвечает за чувства, она будет вести себя по-разному. Если Луна там где-то, знаешь, в Тельце, она там будет бравировать или еще что-то. Луна, условно говоря, в Овне, она будет немножко зажатая. Ну, то есть в зависимости вот от того, где она идет, человек меняется. То же самое с другими планетами. Нельзя сказать, что, скажем так, вердикт астролога, который он выносит человеку, является программированием этого человека. Нормальные астрологи, они сразу предупреждают. Я вот говорю, что вот в вашей карте вот это есть. Но как поступите с этим, это уже ваша ответственность. Я не могу вам сказать, чтобы вы сделали это так, а это так. Вот, например, у меня недавно была женщина, ну, не называя имен и так далее. И у нее вопрос, будут ли у нее дети. А по карте я вижу, что она рождена, чтобы быть звездой сама. Она должна светить, она должна других людей научить, быть ментором для кого-то, кого-то зажечь. И причем это не ее родные дети, а это либо чужие дети, либо вообще как бы вот, ну, на общество она должна работать. Вот. И я ей сказала, я могу вам подобрать дни, когда вы можете забеременеть, да, допустим, пожалуйста, но надо ли? Надо ли вам, подумайте. Это ваше решение. И нормальные астрологи, они никогда не говорят, ты должен сделать так, так, так. Он говорит, вот ты можешь это сделать, будет вот такой результат. Ты можешь это сделать, будет такой результат. Что она сделала? Я не знаю еще, что она сделала. Пока неизвестно. Пока не знаю, но она ушла от меня. Я говорю, слушайте, а может быть вам, говорю, открыть здесь, в Мексике, школу. У нее хореографическое образование, и причем такое профессиональное. Вот. Я говорю, может быть, вам открыть и вот эту культуру русскую здесь внедрять мексиканским детям. Может быть, вы какую-то звездочку зажжете здесь. Ну, то есть это более высокодуховная такая задача, ну, дружба народов, что-то. Окей, но если карта все показывает, и в действительности это правда, на себя ты смотрела? Все совпадает? Я смотрю, и я очень много вещей вижу. Я тебе открою секрет, я даже смотрела, когда я умру. Хотя астролог клиенту не говорит, ну, как бы считается неэтично. Ну, я про тебя, про самого себя. Я смотрела, да, и для меня, вот, например, знать, когда мой конец, ну, это, знаешь, это привести все свои дела в порядок, выполнить все свои мечты, которые я долго там, ну, откладывала на долгий ящик для реализации. Это меня, наоборот, подстегивает шевелиться и делать больше и быстрее. Кого-то это обезоруживает. Поэтому есть такое негласное мнение, лучше не говорить клиенту, когда он умрет. Ну, а то, что ты узнала про себя, это тебя спугнуло? Нет. Я знаю, что я не проживу там 120 лет, да, я знаю, что я проживу 78-80 лет. И, в принципе, мне, чтобы остаться активной, ну, еще это 25-30 лет, да, и сделать так, чтобы я была на своих ногах, чтобы я была в здравом уме, в светлой памяти. Вы за границей, все незнакомо, все чужое, и вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию
эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. А как ты считаешь, на сегодняшний день ты себя узнала, познала полностью? А ты делаешь для этого работу? Обязательно. У меня постоянно идет развитие. Во-первых, как психолог-психоаналитик, я сама в личном анализе. У меня дважды в неделю я, как сказать, прохожу свой анализ со своим психоаналитиком. Вот. Я работаю по супервизиям, я обучаюсь, английский язык. Мои дети, мои дочери – это мои флагманы в обучении, в образовании. Я тебе открою секрет. Я за любой кипиш, кроме голодовки. У меня старшая дочь, она работала моделью в Нью-Йорке. И потом прошло время, она говорит: мам, я ухожу из моделинга, и я хочу заниматься духовными практиками. И вот в этом направлении идти. Она была на Коста-Рике. Я с ней была на Коста-Рике, я не помню, какой год. И однажды Новый год мы встречали с айваской. То есть у меня 6 сеансов айваски. Что это дало? Что это дало? Я тебе скажу, что это много дало. Это сняло страхи, это расширило горизонты моих интересов. Мои одноклассники, кто-то уже помер, кто-то пошел на пенсию, сидит там же, где и родился. Я, получается, уже, знаешь, побывала, как минимум, Америка, как минимум вот Мексика и Коста-Рика. В планах Перу, к шаманам куда-нибудь там, знаешь, в джунгли. Вот. Что это дало? Ты знаешь, я начала себя чувствовать более уверенно и собой. Я сейчас не смотрю и не оборачиваюсь, что скажут люди, что обо мне подумают люди, или вот посмотрели так, или еще что-то. То есть мне удобно, мне хорошо, я никого не обижаю, я ничьи границ не нарушаю. Все, я счастлива. Ты веришь в следующую жизнь? Верю. Она существует? Я знаю. Я верю в это. Я верю в реинкарнацию. Я делала, как это называется, сеанс регресса куда-то туда, да, я ходила. В прошлой жизни я была мужчиной. Я не помню какой, не знаю какой век, но я была мужчиной, была богатым мужчиной, и у меня было очень много красивых женщин. А я тебе скажу, что еще лет 15-20 назад я всегда говорила: я люблю собак, даже собак девочек люблю. Вот я не знаю, почему у меня такое было, да, вот я смотрю на красивых, и мне нравится вот выбирать себе собаку, я выбираю девочку. И вот когда сеанс был регресса, мне сказали, что ты была мужчиной, у тебя было очень много женщин, может быть, это вот шлейф прошлой жизни во мне вот это. Но вот если ты говорит. говоришь про прошлую жизнь, про мужчину, то ты родилась в этой жизни женщиной. И какие ошибки были совершены в прошлой жизни, да, ты знаешь их? Чтобы исправить их в этой жизни. Во-первых, я тебе скажу вот какие в прошлой жизни. Это вот эта любвеобильность, много женщин. То есть мужчина, у которого было много женщин. Пошлость? Пошлость нет, пошлости нет. Но если у мужчины много женщин... Это не обязательно пошлость, это может быть любовь к женщинам, понимаешь? Есть такие мужчины, которые любят всех женщин всем сердцем, но нет пошлости. Пошлость – это что-то, знаешь, такое вот, я бы сказала, это как пеплом что-то красивое посыпать, да, и это вот пошлость какая-то, вот такое, в моем понимании, это что-то испорченное, серое, серую краску пустили, каракатица, чернила, да. Нет, для меня пошлость – это что-то плохое. Не обязательно. Бывают мужчины, которые любят одну женщину, вторую, третью, четвертую, и он не понимает, что он делает больно одной, второй, третьей, четвертой, понимаешь? Это уже ты собираешь себе карму? Я понимаю. И, возможно, моя карма в том и была, потому что в этом воплощении у меня было 2 брака, и я разошлась и с мужчинами. Причем я с мужчинами, знаешь, я с мужчиной до тех пор, пока он более значимый для меня, как бы, знаешь, есть за что его уважать. Как только я перестаю уважать этого мужчину, все, я не хочу больше быть с ним. Вот. И у меня вот так и получилось, что я конкурировала
Вот это было вот неправильно, потому что Но ты понимаешь то, что ты тянешь все ошибки с прошлой жизни. Конечно. И пока ты здесь не исправишь, ты будешь тянуть дальше. Конечно, я понимаю ошибки передать даже по роду, по своему, по ветке своей родовой. Я тоже пытаюсь вот это все, ну, как-то решить. Но ты ищешь просто внешние факторы, которые тебе помогут. Вот этот тот же ауяска, который ты озвучила, это астрология и так далее. То есть, чтобы, я считаю, понять себя, нужно работать с собой, да? То есть... Айваска, она и есть работа над собой. Это же как... Нет, я ауяску лично я приравниваю к тому, что это наркотическое вещество, которое вызывает в твоем мозгу определенные, соответственно, сдвиги, да? Даже научно есть американская статья, где прописано, это в действительности является определенным наркотиком, который в мозгу выносит определенное, ну, видение, скажем так, да? И они в научной статье это написали. Даже при определенной дозе оно помогает и не развивает опухоль мозга. Ну, кто-то болеет раком. Но это опять, это на уровне здесь и плюс, здесь и минус, здесь и плюс, здесь и минус. Вот точно сказать, идите все это употребляйте, нет, да? Не. И поэтому люди, когда выбирают, что-то ищут, они в поисках, что мне поможет, что мне откроет, какие-то видения даст и так далее, они ищут решение проблемы их не быстро, но не решают проблему внутри себя. Потому что я считаю, человек, родившийся, если ты тем более рассказываешь, что видишь про прошлую жизнь, про будущее, в тебе все заложено давным-давно. Конечно. Просто тебе нужно это раскрыть внутри себя самой. И те факторы, которые ты применяешь для этого, они могут повлиять как плюсом, так и минусом. Это нужно понимать. А понимание только у тебя возникает у самой собой, как это на тебя влияет. Потому что не проработав все свои минусы кармические, скажем так, которые на тебя возложены, ты будешь продолжать так же, и заканчивать все так же. У тебя будет просто, ты родишься женщиной, ты родишься мужчиной, и все будет круговоротом идти. И вот ты описала, да, ты была богатой, у тебя была куча там женщин, но сейчас у тебя совершенно другая история. Я да? на стороне женщин, теперь я женщина, да, которая, знаешь, которая зависима, скажем так, от мужчин, да, но я сейчас независима, я сейчас самодостаточна, да, у меня нет мужчины. Сказать, что я страдаю от этого, 50 на 50. То есть, если у меня будет возможность познакомиться с хорошим другом, я обязательно познакомлюсь, да, но есть страх. Я скажу тебе, есть у меня страх довериться, есть страх пройти те ошибки, которые я проходила. Вот. Можно я скажу тебе про айваску, чтобы ты понимал? Просто я общаюсь с тем кругом людей, которые к айваске подходят с точки зрения науки. Это психологи, которые нейрофизиологи. Допустим, я не помню имя, есть такой психолог, который сейчас работает, у него программа, и он айваской вот этой лечит людей с ПТСР. Это посттравматический синдром, которые, вот американские военные, которые прошли многие там военные точки, и он сейчас их лечит. Очень у многих, ну то есть я думаю, что эта работа у него идет исследовательская, и очень у многих идет хороший результат. Люди перестают пить, перестают наркотики употреблять. Что такое айваска? Пьется это настой дерева, кора дерева варится. Вот. Я знаю, что это да. такое. Но то, что ты привела пример, то, что кто-то там перестал пить, перестал там нюхать и курить, это временный эффект. Я тебе скажу сразу. Пока идет исследование, я не могу сказать, я этим не занималась сама, я не могу тебе говорить на 100%. Я говорю то, что я слышала пока вот в процессе работы. Вот. Там получается, что вот этот вот раствор, он блокирует ферменты, которые вырабатываются печенью, а эти ферменты блокируют выработку ДМТ в амигдале. Вот. Каждый человек, даже если вот эту амигдалу взять, она похожа на рисунки у нас на глаз, видение. И вот то, что эти ферменты блокируют выработку ДМТ, да, человек утрачивает, ну как бы вот обычный человек, он не видит того, что может происходить. Когда пьешь вот эту айваску, во-первых, когда идешь на саму церемонию, во-первых, это если делают, то это делают прям, ну, есть шаманы обученные, а есть шаманы-самозванцы. Вот. И первую айваску я делала, это когда человек, он делал, ну как он обучался этому, но не был посвящен. Последние два крайние раза я делала, там был прям шаман, и когда была церемония, знаешь,
Но это такая вещь, это мощная вещь. Он подключается там к деревьям, да, перуанская какая-то вот эта айваска. Но видно, что это просто так, это не сделаешь. То есть шаман есть шаман. Наших возьми русских, да, ну не русских, а эти бурятские шаманы, да, которые там Байкал, вот эти вот в тех местах. Это что же шаманы? Они там выпили чего-то, да, и они ведь тоже отвечают. Я не знаю, я с шаманами дел не имел. Не имела, я вот имела, да. И, Вот. когда идешь на церемонию, всегда нужно поставить перед собой какую-то задачу, да, как будто бы ты ставишь перед айваской. Айваска, там вопрос задаешь. И я когда делала вот первые 4 раза, знаешь, эффект был такой, даже больше, чем я ходила 100 раз на личный анализ. То есть целый год я 2 раза в неделю ходила к своему психоаналитику, и 4 раза я сделала айваску. Мне кажется, результат айваски был более такой, знаешь, ну, более как бы вот прям более глубокий. Вот. Я серьезно тебе говорю. И там ты когда выходишь, вот тебе дают ответ. Окей, тогда у меня вопрос. Ты считаешь себя осознанной? Осознанный? Ну, 80%, да. У тебя есть вера? Ты веришь в Бога? Вера? Вера есть в Творца, вера в Бога есть, но не такая, знаешь, вот как церковная, что там принести свечку или еще что-то, да. Вера есть, да. Ну, то есть ты посещаешь церковь или какой-то другой храм? Я крещеная Мария, как и есть. Крестилась в Екатеринбурге уже в осознанном возрасте. Дело в том, что, знаешь, вот эти вот храмы, церкви – это бизнес. Я к ним так отношусь. Но я верю в Творца, и когда мне плохо, я верю в ангела-хранителя, я знаю, что он всегда рядом со мной, я верю в свой род, то есть в сильных моего рода. Мне когда плохо или сложно, я прям прошу помощи у них, чтобы они мне помогли. В это я верю. Но если ты вот просишь помощи, были ли какие-то видения, которые тебе видели, что вот тебе показывают путь либо дорогу? Ты знаешь, я не то что видение, а у Без меня... увязки. Да. Я, взять Екатеринбург, сложные какие-то дела были, да, вот для меня. Я всегда прошу, там, ангел мой, помоги мне, ты там, пойдем со мной, да, ты впереди, я за тобой, вот эти вот такие заклинания. И всегда, знаешь, я вспоминаю сказки. Я мыслю образами, да, я всегда сравниваю либо с животными в природе, либо со сказками. В народных сказках очень много мудрости. Вспоминаю царевна лягушка. Помнишь, там, когда ей задавал царь там каравай испечь, шить рубаху красивую, да, выходила она на крыльцо: мамки, няньки, собирайтесь, да, там мне к завтрашнему утру надо сделать вот это. Я прошу помощи, и у меня все получается. Все получается, вот. Я верю в это. А как часто ты церковь посещаешь? Последний раз я была в Нью-Йорке, на Манхэттене, и мы там слушали орган. Это как давно было? Это было месяца 3 назад. Но это католическая церковь там, или как она, я не знаю, чья она. На позапрошлое Рождество, а Пасху мы ходили к сербам на Манхэттене, там есть храм сербский. Меня тоже поразило, очень много людей пришли с семьями, все. О, какие там мужчины красивые, сербы, знаешь, вообще прям высокие все. И меня, знаешь, что поразило? Меня поразило, что у них храм не такой, как у нас, у русских. Он тоже православный, не такой он расписанный, не такой он богатый, понимаешь? Но, что меня поразило, в русскую церковь приходишь, купить икону, там деньги какие-то, да, чем центральнее находится где-то церковь, там в центре города или еще что-то, тем дороже. У нас там в Екатеринбурге вот есть церковь Тихвинский монастырь, да, Новотихвинский. Там такие цены, что маленькая икона, по русским рублям там 400 или 1000 рублей. Окей, но ты смотришь все материально, я обратил внимание, то есть ты оценишь материально. Я телец, Подожди, ты да. даже оцениваешь с точки зрения людей, вот пришли мужчины, вот они были такие. Цель твоего посещения в церкви какая была, когда ты сама лично посетила? Ты знаешь, мне хочется как бы душой прикоснуться вот к... Я даже не знаю, как тебе сказать...
Ну, такое вот место, как будто бы, да, вот куда я прихожу, как душа отдохнуть, что ли, напитаться энергией. Ну, то есть ты приходишь, твоя цель за энергией? За энергией. Мне нравится туда прийти в церковь, побыть там. Я ухожу, умиротворение, энергия. И ты, когда выходишь из церкви, чувствуешь себя, что ты энергетически запитана? Да. Вопрос, а после ауяски было такое ощущение, что ты запитана энергетически? Да. Или наоборот истощение? Нет, у меня не было истощения. Потому что все же рассказывают, там, вырывают, и это все. Вау, это вообще что-то. Поэтому я и спрашиваю, так энергетически. Ты знаешь как? Нет. После айваски это как будто бы чистка какая-то идет энергетическая, как будто бы из тебя выходит вот черное, злое. Я тебе скажу, что некоторые люди бывают, что вот когда их там, ну там реально, когда идет церемония, ставят ведерочко каждому индивидуальное, да. И некоторые люди, причем они все тут рядом. Я первый раз, когда пришла, я думала, боже, как это так, знаешь, ну что, типа тут рвать перед всеми и так далее. А потом, когда там все началось, там уже, знаешь, никто ни на кого не смотрел. Вот. И некоторые выплевывают опухоли. Понимаешь? То есть там бывают такие моменты, когда прям сгустки из людей выходят. Хотя есть такое, что перед айваской, по-моему, неделю нельзя есть мясо. Вот. А один день перед айваской там, в принципе, только на воде. Ну, что-то там, кокосовая вода. Окей, такое. Если ты веришь в прошлую жизнь, за что этот человек получил опухоль? Ему он получил для того, чтобы проработать в этой жизни? Для чего-то. Не за что-то, а для чего-то. Ну, для чего получил это? Урок. Ценность жизни. С прошлой жизни. Ценность жизни. Ценность жизни. Как говорят, опухоль, как правило, онкология, да, рак – это болезнь непрощенных обид. Это получается, что человек, вот допустим, ну там ребенок злится на мать. И он злится, понимает, что идет поток агрессии на мать, а на мать нельзя злиться. Она святая. Во многих конфессиях мать воспевают, мать богиня, да, то есть там, ну, про отца не так говорят, ну, хотя говорят, да, но в основном мать. Но мать нельзя злиться. И получается, что человек эту агрессию начинает разворачивать на себя. Обида. И говорят, я обиделась. Это значит, обидела себя. Вот. И когда вот эта агрессия, и чем мощнее вот эта вот обида, чем мощнее, тем больше вероятность, что возникнет онкология. Не факт, что она будет. Не факт, это там много разных факторов, да, там экология идет, там разные жизненные ситуации, как человек себя ведет. Вот. Но если человек направляет на себя агрессию, и вот эта обида возникает, большой шанс, что будет онкология. Где я сейчас, с кем встречаюсь, что замышляю, ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы, здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. Он, значит, не проработал в этой жизни, не сделал свою работу, что он получил в тот промежуток времени своего возрастного, эту онкологию. То есть, смотри, он, получается, ищет легкий путь исцеления этого, да, то есть он пошел к ауяске и исцелил. Но проблема, которая была задана этому человеку в этой жизни, он не решал, он закрыл глаза, он нашел легкий путь просто с точки зрения тела. Исцелил тело, а не исцелил душу. Вот смотри, когда проходит айваска, да, и если это... Мы не пропагандируем, не рекламируем айваску. Да, мы ни в коем случае, мы просто рассуждаем. Вот смотри, как это проходит? Если это обученный нормальный человек, то после этой церемонии, во-первых, да, проводят круг. Но не все же такие обученные люди туда приходят, понимаешь? Послушай, ну так они они и учатся в этом процессе. Нет, человек пришел просто, он сказал, слышь, попробуй ауяску, и жизнь изменится. Он не готовится, он не знает, он просто послушал кого-то и пришел туда. И получил совершенно другой эффект. Ты понимаешь, туда просто так приходят, но это вот как бы сиди, я сам открою, да, вот если случайно. Просто так туда люди неподготовленные, ну не приходила дочка нашей этой
Господи, Просто- а я сяду... Просто очень много случаев после Кабриолет. увязки в психиатрической больнице Да, оказывается. согласна. Туда не берут людей, у кого с психикой ненормально. Потому что человек сам с собой не дружит, он не может себя, ну, как сказать, контролировать. И, ну, то есть он сам себе не принадлежит. Я не хочу, как говорится... Но там, если бы ты просто вот посмотрел со стороны, я не говорю тебе, да, там иди и делай, ты бы понял, что это такая глубокая психологическая работа, это психологическая работа. И вот этот круг, и он не просто так. И человек же пришел, там же никто никого не затягивает насильно. Ты пришел, попробовал, тебе не подошло, ты можешь не ходить. Это сложно пройти. Сама церемония айваски, извини меня, когда тебя выворачивают через все дыры, это серьезно, это тяжело. Окей, ну у тебя был твой эффект какой-то, то есть тебя все очистило, из тебя вышло все? Как? 4 раза я делала, меня не рвало ничего, знаешь. А потом, вот последние разы мне было очень сильно. И я тебе могу сказать, что Ты почувствовал опустошение какое-то в оно себе. не опустошение, а очищение. Ну, Очищение. подожди, но энергетически ты же все равно потеряла энергию, то есть у тебя вышло, твое тело было слабым в тот Там момент. идет работа, понимаешь, вот с нами работали 2 шамана. Там была женская энергия, мужская энергия. Женская энергия, она, как сказать, она мягко подготавливала, да, а мужская энергия, вот шаман работал, когда это как будто бы хирург. Как будто бы хирург. Я тебе могу сказать, что после вот этой церемонии я приехала домой, я начала петь песню, а дочь мне, ну, как сказать, показала. Есть мантра освобождения, я потом тебе ее покажу. Ты знаешь, я ее пела неделю. Вот просто я пою эту песню, да, ну, мантру, причем там стараюсь экспрессивно в машине. Вот. И мне потом человек, вот, который шаман, да, он говорит, я пел тебе про освобождение, хотя я ему ничего не говорила. Вот. И ты знаешь, у меня как-то так все сложилось, я сюда перебралась. То есть у меня как идет сеанс айваски, у меня какое-то изменение по жизни такое, знаешь, и я считаю, что не вниз, а наоборот, я как бы иду вверх, вверх, вверх. Ну, глядя на меня, ты можешь мне сказать, что я наркоман? Вот, ну, просто по Нет, я поведению. сейчас не говорю, что Нет, тот, кто пробует ауяску, становится наркоманом. Нет. Просто с точки зрения ауяски, ты сказала сейчас про церковь, что это бизнес. Ауяска – это тоже бизнес. Ты принесла деньги, ты оставила деньги. Да. Но людям... Слушай, но я тебе так скажу, что я сама туда пришла. Я сама регулирую, когда я еще пойду, понимаешь? То есть меня В никто церкви не... то же самое же. Ты меня сама не тянет. выбираешь идти, не идти. Ты Я сама понимаю. выбираешь ложить денег, не ложить, я же не требую. Я понимаю. Но знаешь, когда показывают вот этих наших батюшек, ну, я не говорю про всех. Это как, знаешь, сказать, все менты плохие, или там все астрологи придурки, да, или там все врачи, эти, как их, господи, режут, ну, как сказать это, мясники. Вот, я такого не скажу. Но когда вот у меня про церковь просто сложилось такое, про батюшек и так далее, ну, когда вот они сами, извини меня, грешат и живут не так, как они проповедуют, ну, я задумываюсь. Вот я задумываюсь. Ну, то, что ты зеркалишь, что ты озвучиваешь. Может быть. Ты все это видишь, потому что ты сова внутри имеешь эту частичку. Ну, потому что я знаю это, да. Да, если бы я этого не знала, я бы этого не видела. Это 100%. Но вообще я тут недавно прочитала, что, в принципе, все конфессии борются за своих прихожан. Борются. То есть там война, ну не война, а борьба идет на высших уровнях, да, у кого будет больше прихожан. Не знаю, я как-то к этому в последнее время так стала относиться, знаешь, условно говоря, пастух и овцы, да. Кто сколько человек будет иметь овец, ну какой человек, сколько ты имеешь овец, и они там все меряются, вот очень философские такие вопросы, и иногда мне становится очень печально от осознания этого. Когда ты как дурачок живешь и не знаешь этого, знаешь, на нижних этажах осознанности, как-то веселее и легче жить. Нет, просто ты смотришь тем взглядом, что ты оцениваешь мир, не хочешь оценивать себя.
Оценивать надо себя изнутри и понимать свои точки, которые нужно прорабатывать. Да, я согласна. Но Я согласна. заходя в ту же церковь, тебе не важно, какой там поп с золотым браслетом и так далее. Ты приходишь с одной мыслью. Ты только что сказал, я Пообщаться с Богом. получаю да, энергию, я хочу пообщаться с Богом. То есть ты выключаешь все, что ты видишь, картинки, все вокруг тебя — это картинки. Я понимаю, я это понимаю, да, я знаю, но все равно, знаешь, чем дальше живешь, тем больше становится вот эта вот линейка цветная. Нет этой вот как-то дихотомии черное-белое, да, и много-много-много разных оттенков. Я про себя думаю, да, это мой путь. Я не говорю, что я там себя осознала. Когда я себя осознаю, мне уже надо будет в другой мир перебираться. Вот, да, мой путь, я не отказываюсь от этого, осознаю, стараюсь не причинить, как это сказать, не причинить добра, не догнать и не причинить добра, вот, и не причинить зла людям. Перемещаемся в Мексику. Да. Так в Мексике на сегодняшний день ты с дочкой, какие планы вообще ставишь на Мексику? Какие планы? Вид на жительство я уже получила, вот, благополучно. А тяжело было вообще оформить? А ты знаешь, нет. Нет, для дочери, допустим, если мы брали адвоката, который за деньги водил их и все делали, то сейчас мы просто пошли по этому же пути, заполнили документы, пришли в этот, куда там? Миграцион. АВИР, этот по-русски, да. Вот. Мы 2 раза ходили, правда, но все справились, все нормально, и как-то опять же вот мне высшие силы помогли. Дорого обошлось вот это оформить? Что-то 8 или 9 тысяч этих песо, как бы, ну, так как мой срок пребывания здесь не истек по визе, мне было 3 месяца, а мы пришли 1,5 месяца, то есть не было никаких штрафных санкций и так далее, мы думали, что будет больше. Окей, а чтобы получить ПМЖ, сколько здесь надо пробыть, либо прожить, или как вообще? И вот это я не знаю, не могу сказать, да, в принципе, люди могут это оформить за денежку, да, и, ну, вот, считай, я по дочери приехала, 1,5 месяца я получила. А твоя цель – получить гражданство или что? Не знаю, как говорят, я не знаю, я человек... Подожди, ты астролог, у тебя карты, звезды, знаешь, а я ты тебе не могу знаешь. сказать, что у меня кармические узлы на Куспиде 9-го дома, северный кармический узел, это то, куда я должна стремиться. Я никогда об этом не задумывалась. А 9-й дом в рыбах, это значит, я должна смотреть в направлении за границей, ну, то есть я должна туда идти, за границей, да, и рыбы – это психология, духовность, вот что-то вот такое. Ну, духовность, скажем так, я психологии обучаюсь, плюс всякие там духовные вот эти практики делаю, и за границу раз и рванула. У меня просто было, что я приезжала к дочери в Америку в гости, сначала на неделю, приехала домой, потом на 2 недели, опять приехала домой, потом, когда случился ковид, я 3 месяца была с дочерью, потом опять приехала домой, в апреле приехала домой, май, начало июня я сижу, я говорю, слушай, я хочу в Америку. Вот сижу на диване в Екатеринбурге, да, и я говорю, я хочу в Америку, мне прям надо. Все, я собралась и приехала в Америку, представляешь, да, ну у меня, слава богу, была тогда виза сделана, и я приехала. Ну, то есть, как бы я иду по своему кармическому пути за границей, духовность. Я все-таки стремлюсь туда, хотя бы лежу в этом направлении. Вот. Насчет Мексики. У меня есть желание здесь оформить ИП, есть желание работать как психологом, психоаналитиком, астрологом. В принципе, как бы у меня есть... есть база клиентов? Базы пока нет, то есть я формирую, да, я бы хотела здесь с местными людьми. У меня есть русскоговорящие пока из России, я консультирую. Вот. Ну, понимаешь, я пока не могу здесь работать, потому что налогообложение. Там... Подожди, но ты в Америке жила, ты в Америке какую-то базу себе клиентов набрала? Нет, я там особо не шла в этом направлении. По астрологии, да. То есть я постоянно себя рекламировала, у меня люди приходили, да, я там уже денежки какие-то зарабатываю, в принципе. Вот. И у меня на прошлой неделе была клиентка из Америки, я ей делала анализ ее карты. Вот. Ну вот здесь вот у меня в планах, то есть мы планируем снять дом не в Мехико-Сити, мы хотим куда-то уехать в красивое место, где мне понравится. Хоть Соня сказала, что ей здесь понравилось, и тогда, ну нет, ну вот как бы в городе я еще
В центре только я была, где исторический центр. Архитектура, да, я прям вот в восторге от архитектуры. Я люблю вот эти старинные, испанского типа, вот эти все здания, да, мне это нравится. Дворец изящных искусств мне понравился, тоже он такой красивый. Вот. Но я хочу природу. Я хочу просыпаться, чтобы пели птицы, чтобы был свежий воздух, чтобы, знаешь, была тишина, потому что здесь, ну, очень шумно. Очень шумно. И меня Мексика, конечно, поразила, ой, господи, милитаризмом своим, что ли, да, когда едет машина, в машине в полной экипировке сидят вот эти вот человечки в касках с пулеметами, когда в магазинах стоят на входе с автоматами, такие, знаешь, суровые парни. Мне, с одной стороны, смешно, с другой стороны, ну, печально, что не будут они 10 раз предупреждать, я думаю, да, они добрые-добрые, но если что не так, пульнули и вперед. Но здесь еще мало. В Гондурасе даже на заправках стоят. Это вообще, С слушай, ружьем охранник стоит. Вообще. И меня, знаешь, что еще поразило? Меня поразили, когда едешь на машине, да, вот эти стены железобетонные, и сверху вот эта проволока, ну, такая. И плюсом девочки говорят, там еще электричество бывает. Ну, в России такого-то точно нет, знаешь, там хоть, ну только тюрьма такого типа, да. Ну, думаю, жестко. А вообще, вот пока ты здесь находишься, какие минусы ты все-таки увидела, помимо того, что ты озвучила вот тут с оружием и так далее, еще какие-то минусы у тебя есть? Минусы, допустим, в доме нет отопления. Это минус. Вот. Сегодня сегодня 13, я открыла шторы, и они были, знаешь, такие, как бы запотевшие, замороженные шторы. Вот. Окна, вернее. Курят травку. Курят траву? Курят травку. Сосед снизу курит травку. Я не знаю, кто там живет. Я не могу прийти, как в России, и сказать, ты что делаешь? Нельзя. Полиция, тут кто-то ходит. Да. И знаешь, я, получается, такой пассивный наркоман этой травки обкумаренной. Ну, мне не нравится это. Вот. Ну, это послабее увязки. Ну, Послабее увязки. это неприятно, это, знаешь. Ну, для меня нет цели. У меня цель. Я, как правильно заметила, я материальный человек, и мир ощущаю с точки зрения материи, мне надо, потому что я телец, это материальный знак. Вот. И мне это не нравится. Что еще мне не нравится? Не нравится воздух, потому что здесь всегда смог. Вот это мне тоже не нравится. По Америке чище? В Америке чище. Ну, кроме тех периодов, когда Канада горит. Вот. Канада горит, там, конечно... То есть Канада горит и прям до Нью-Йорка спускается? Несет вообще. Да? Там в позапрошлом году было, мама дорогая, там дышать невозможно было. Это что-то было. Вот. Это мне не нравится. Не знаю, кухня мексиканская мне не зашла. Вот прям вот, не зашла, потому что это остро, это какой-то такой... Для меня это как-то грубоватая пища. Ну, а такая. в Америке есть какая-то хорошая кухня? В Нью-Йорке, да, можно Что за найти. кухня? Слушай, я не знаю, итальянская. Так и здесь тоже можешь найти специфическую итальянскую, если Мы хочешь. дома сами готовим вкусненькое, так что... Да, в основе, если ты хочешь специфическое, японское, итальянское, ты всегда найдешь. Есть же такие кафе. Мы такие, как сказать, домашние люди, и мы любим дома вкусненько приготовить. Окей. А ты была вот на пирамидах Майя? Нет еще, пока нет. А что скажешь? Что скажет астролог по звездам? Куда исчезли Майя? Откуда я знаю? Ну, Ты ты такие вопросы Ты задаешь. же по звездам можешь посмотреть. Слушай, нет, я не могу такого посмотреть, я еще не настолько 7 пядей во лбу. Знаешь, куда исчезли? Это вот мои предположения, да, мои фантазии. По миру очень часто находят доказательства того, что до какого-то определенного периода была цивилизация, и цивилизация была ничуть не хуже, чем мы живем сейчас. Я не могу сказать насчет там цифрового, да, чего-то там, телевидения, телефоны, искусственный интеллект, но то, что архитектура доказывает, то, что были какие-то, знаешь, итальянские, допустим, там снимают несколько слоев почвы, да, несколько метров, а там, извините, площадь выложена плиткой керамической. Вот. И слышала такое, что дома очень часто, первые этажи были засыпаны землей чем-то, я не знаю, когда это, как это произошло, я не могу сказать. Но то, что цивилизация была,
и почему-то это все обнулили, вот, не пришли бы мы к этому, понимаешь? Вот с тем, что сегодня творится, с этими, со всякими вмешательствами в дела других государств и так далее. Все психанут и скажут: гори все синим пламенем. Так да? что у нас должно в мире произойти, что там звезды подсказывают? А Сейчас тоже все должно обнулиться? Слушай, 26-й год очень сложный год. Да я не про 26-й, я вообще... Я тебе говорю, что Окей. будет сложный год, я не знаю, что там будет, да, но, допустим, когда соединяются транссатурновые планеты, там получается Плутон, Уран, тот же Сатурн, да, получается, вот определенные их констелляции, вот они могут давать напряжение в народных массах, условно говоря. Либо это сверху давят нас, да, на правительство, народ начинает бунтовать. Ну, то есть эти астрологи, они уже давным-давно составили какую-то закономерность, что может быть. И есть такой знаменитый астролог Дороган московский, он из Украины перебрался в Москву. У него школа есть, и он дает раз в месяц какие-то свои комментарии, отвечает на вопросы. Вот. Он говорит, что определенные констелляции планет, они влекут определенные события. Ну, условно говоря, мы являемся частичкой космоса. Ну, или представь, космос — это мировой океан, да, мы какая-то там песчиночка. И вот где-то пошла волна, и она вот и эту волну, меня, тебя, там еще кого-то, вот она вот начинает колебать. Вот, то же самое. И получается, что взаимодействие планет каким-то образом создают какие-то определенные волны, и вот они вот таким образом начинают воздействовать на социум, на нас. Мы являемся частичкой мирового океана. Вот это только что сказала, что была развита раса, и Да. она обнулилась. Да. Причины неизвестны. Откуда я знаю? Я пока не изучала. Хорошо. И на сегодняшний день мы что имеем? Мы тоже движемся к обнулению. Я не могу сказать, куда мы движемся. Знаешь, если думать, что мы движемся к обнулению, то у меня есть 2 дочери, и я очень хочу, чтобы у них были дети, чтобы у детей были их дети, да. А если мы движемся к обнулению, ну как бы это все свернется. Ты говоришь про тела. Я говорю про тела. Я понимаю, что душа, она не имеет конца жизни, да, то есть что душа перерождается, она получила урок, ушла. Не всегда она Да, перерождается. я понимаю, да, я согласна с тобой, что она может воплотиться в камушке, в деревце, а может и вовсе ни в чем не воплотиться, может в ветре, как это, музыка ветра и так далее, это я знаю. Но, я опять материально, понимаешь, говорю. И для меня... Но ты на мир смотришь материально. Но я, понимаешь, ты я не можешь еще... включить свой взгляд А по-другому. я еще не достигла этой нирваны, понимаешь? И может быть это к лучшему, потому что, я здесь, вот она, я материальная. Ну ты да. так и будешь постоянно каждую жизнь с этим Возвращаться? жить. Конечно. Слушай, я не против возвратиться, даже, Если знаешь... ты не усугубишь свое движение, потому что если ты постоянно остаешься на той же стадии, то ты неинтересна для следующей жизни. Ты не работаешь, Неинтересно то есть ты для стоишь. меня? Для меня неинтересно? Да, то есть ты стоишь, ты не Слушай, работаешь. я тебе скажу, что я, в принципе, какой-то жизненный опыт набрала, даже духовный по своей жизни. Вот, набрала. Как говорят, что чем более духовно человек должен развиться, да, более высоких каких-то достичь высот, тем раньше на него начинают сыпаться какие-то, эти испытания жизненные. Мы идем, кстати, когда мы рождаемся, да, перед тем, как реализоваться, воплотиться, каждая душа ставит себе задачу, что она хочет в этой жизни проработать. Вот. И если мы пришли в эту жизнь и не работаем в этом направлении, то жизнь начинает нас, Творец или еще кто-то, я не знаю, нас начинает наказывать, условно говоря. Допустим, когда мне было 29, у меня погибла сестра, ей было 25. Вот я тогда, наверное, впервые задумалась о вечности души, о ценности жизни. Вот. Я тогда для себя сделала такой вывод, что ценнее, важнее жизнь, дороже жизни нет ничего. То есть жизнь — это самое дорогое. Тогда у меня начался мой путь этого развития. До этого я вообще не задумывалась никогда.
А 29 лет, это, знаешь, это первый круг, когда обходит Сатурн, первый экзамен. И то, что я не шла, как я должна была идти, меня вот так вот наказали, я бы сказала. Ну, создали такое что-то, чтобы я могла, глядя на это, начать думать по-другому. Вот. Твой опыт, то, что ты сейчас рассказала, дай рекомендации людям, как вообще жить, как действовать в этой жизни. Я могу сказать, что люди уникальные существа. Есть такое понятие, как интуиция. И вот я думаю, что нужно верить своей интуиции, не забивать ее, опираясь на мнение мамы, папы, там, соседа, мужа или еще, или жены. Нужно доверять своей интуиции. Вот. Есть еще очень хорошая книжка «Трансерфинг реальности» Вадим Зеланд, я ее читала уже давненько, да. У нас есть мозг и у нас есть душа. И вот когда мы думаем, как бы нам поступить, имеет смысл сесть, приглушить свой мозг, сказать: все, замолчи, хватит болтать, и послушай свою душу. Мозг видит на 2 шага вперед, ну, условно говоря, а душа видит на всю жизнь вперед. И вот надо послушать свою душу, что она скажет, и поступать по душе. Это будет более правильно. Не знаю, люди пришли получать опыт, жить, любить, быть счастливыми, радостными. Мое пожелание всем счастья, всем любви. Не обязательно любви между мужчиной и женщиной, любовь к жизни, любовь к детям, любовь там, к природе, к животным, любовь ко всему. Вот. Не знаю, наслаждаться, радоваться. Вопросы остаются без ответов, а может, ты просто не задал их вслух? Загляни в комментарии и напиши. Возможно, именно твой вопрос откроет новую тему в следующем подкасте с теми, кто живет в Латинской Америке. Хочешь знать больше? Будь ближе. Подпишись и включи уведомления.